Нашему псу по кличке Дик уже пошел 8-й год, и за все это время он ни разу не давал повода усомниться в своей адекватности, оставаясь спокойным и исполнительным сторожем. Однако в тот вечер все пошло не по плану, когда после обычного обхода территории овчарка наотрез отказалась возвращаться в дом и буквально приросла к земле напротив старого металлического ангара. Этот ангар стоял на отшибе участка. Я использовал его как склад для старой техники, запчастей и прочего хлама, который годами копился без дела. Поэтому внутри всегда было тихо и безлюдно. Дик уселся прямо перед запертыми дверями и начал издавать странные надрывные звуки, которые через час превратились в настоящий, леденящий душу вой, разлетающийся по всей округе. Сначала я подумал, что под обшивку забилась лиса или внутри расплодились крысы, поэтому попытался отогнать пса. Но Дик только глухо зарычал на меня, чего раньше никогда себе не позволял, и снова принялся выть, прижимаясь ухом к самому низу металлической створки. Когда пошел 3-й час этого безумия, поведение собаки стало по-настоящему пугающим. Дик начал яростно раздирать когтями металл обшивки, оставляя на нем глубокие борозды, а из его лап начала сочиться кровь, но он словно не чувствовал боли. Я понял, что внутри происходит что-то серьезное, и, не имея ключей от старого навесного замка под рукой, решил вызвать нашего участкового, так как в районе последнее время участились кражи, и всякие мутные личности ошивались возле ферм. Когда полиция наконец прибыла, и участковый с помощью лома сорвал заржавевший замок, мы втроем навалились на тяжелую створку, которая со скрежетом поддалась, открывая темный зев помещения. Внутри стоял тяжелый спёртый запах, а проход был завален горой старых тракторных покрышек, которые явно передвинули совсем недавно, чтобы скрыть то, что находилось в глубине. Мы начали растаскивать этот завал, и когда последний скат упал в сторону, свет фонаря выхватил в дальнем углу силуэт живого существа, которое стояло там в полной тишине, не издавая ни звука. Это была породистая серая кобыла, которую украли с соседней фермы неделю назад. Перекупщики спрятали ее здесь, надеясь переждать шумиху, и завалили вход так плотно, что даже если бы лошадь начала бить копытами, снаружи ничего бы не было слышно. Бедное животное было настолько истощено и напугано, что едва держалось на ногах. Но как только мы вывели ее на свежий воздух, Дик мгновенно замолчал и бросился к ней. Вместо того, чтобы лаять, он начал нежно вылизывать ее морду, а лошадь, словно все понимая, низко опустила голову, принимая эту заботу от своего спасителя. Вскоре приехал заплаканный сосед, который уже не надеялся увидеть свою любимицу живой. И пока они грузили кобылу в перевозку, Дик сидел рядом с ними с видом почетного караула, с окровавленными лапами, но с абсолютно спокойным и гордым взглядом. Позже мы поняли, что через крохотную щель в фундаменте пес уловил едва заметный запах живого существа и почувствовал его безмолвный страх, на который не откликнулся бы ни один человек. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где наши авторские истории выходят каждый день.